Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас будет очень интересная тема. Это кастрация медведей. Я никогда в жизни не присутствовала на кастрации медведей. Разных животных, так получалось, что заставала и видела. Но у медведя действительно очень интересное строение тела. Оно очень сильно отличается от других. Да и вообще очень мало ветеринаров. Если есть ветеринар, напишите, кастрировали ли когда-нибудь медведя. Там есть свои особенности, и когда Ксюша мне сказала, что они собрались кастрировать 4 медведей, там по документам 2 самки и 2 самца приехали, я, конечно, сразу же попросилась, говорю: Ксюша, хочу это увидеть, плюс потрогать мишек, прям почухать, когда они будут в наркозе. И в целом это действительно было очень интересно, учитывая, что кастрировать их, естественно, собирается Маша, которую я тоже хорошо знаю. Меня позвали, как раз Маша ко мне сегодня заедет, и мы привьем моих котов, потому что в этот раз решила всех привить на месяц раньше. Погода позволяет, и думаю, так лучше сделать. А дальше, собственно, мы поедем уже как раз в Сирин к медведям. Кстати, канал Сирина я оставляю. Переходите, посмотрите. Вообще, если есть желание, поучаствуйте в помощи каналу. Помощь можно обычно оказать не только материально, но и физически. Поэтому вперед на канал. Там будут и подробности о том вообще, как эти медведи оказались в Сирине, потому что я эту тему сейчас затрагивать не буду, это вы там все можете узнать. Говоря о кастрации медведей, в чем есть особенность? То есть, в отличие от других млекопитающих, у них матка находится довольно-таки далеко и глубоко, и добраться до нее очень сложно. Об этом сразу предупредили ветеринары, которые работают в московском зоопарке, которые имели опыт определенный о кастрации медведей и проводили такие операции. И также, естественно, из-за особенностей строения тела медведя, кастрировать их в таком возрасте, то есть сейчас медведям до года, например, им там месяцев 7, 8, 9, насколько мне известно, будет проще, чем когда медведь уже вырастет. Потому что там уже большую часть брюшной полости будут занимать кишки, и в целом яичники будет найти очень тяжело. Вообще обычно убирают у медведей яичники, то есть их просто не только перевязывают, их просто удаляют. И из-за этого уже медведь не сможет размножаться. Так как медведи живут в центре реабилитации диких животных, естественно, им совершенно не обязательно размножаться, точнее, этого вообще не предполагается, потому что это вообще отдельная работа по размножению медведей, если потом желать их выпускать в природу, то есть это отдельная территория, отдельная работа, специальные люди, это не так просто, чтобы мишку просто взять и выпустить на волю. Плюс это делается даже не в первый год. Это правда очень сложно. На эту тему тоже даже есть отдельные каналы, отдельные организации, которые этим занимаются. Эти мишки конкретно уже не выпускные, потому что, если вы посмотрите историю их пребывания в Сирин, они все время контактировали с людьми, для этого и были там выловлены, не выловлены, непонятно. Поэтому выпустить их в природу и уже как-то их подготовить к этому практически невозможно. Они знают человека, они человека не боятся. Более того, они сосали соску, то есть они ставили с человеком на соску. У них не будет уже страха человека, и, соответственно, выпускать таких животных на волю просто небезопасно ни для медведя, ни для человека, потому что, естественно, такой мишка в случае любой проблемы пойдет к человеку. Точнее, даже он просто сразу пойдет к человеку, потому что человек ассоциируется у него с тем, кто его кормит. Поэтому эти 4 мишек, они должны быть кастрированы, они пожизненно будут жить уже в центре реабилитации. Может быть, не все, может, и другие куда-то еще перейдут в другой центр, но в целом они все будут там жить. Так как заявлено по документам было, обращаю внимание, заявлено по документам было 2 самца, 2 самки, соответственно, нужно их кастрировать. Во время операции мы тут обнаружили, что буквально с первого медведя, с наркоза первым медведем, мы обнаружили, что он не самец, а самка. И это было уже очень интересно узнать, что же будет дальше. Сейчас будет спойлер: все медведи оказались самками.
Это, конечно, было забавно, но забавно было не нам и не ветеринару, потому что самок кастрировать значительно сложнее. То, что вы видите, какой происходит шов, Маша, кстати, прям низкий поклон, она всегда старается делать очень маленькие шовчики, чтобы они легче заживали, и, соответственно, дальше идет поиск, можно сказать, реально на ощупь и вслепую, потому что она не вспарывает все брюхо, чтобы просто взять и посмотреть, где же эти яичники. Она на ощупь ищет яичники, вытаскивает их, ну, соответственно, то, что вы видите, и уже перематывает их и отрезает. Это на самом деле очень сложно, и мало кто из ветеринаров так делает. Мария, например, на других животных, она вообще практикует кастрацию не по белой линии, как вы видите у медведя, это кастрация по белой линии, а по боку, потому что по боку там просто получается микроскопический разрез, и заживает он намного проще. У меня всех животных абсолютно кастрировала как раз-таки Маша. Вот. И, конечно, когда мы увидели всех медведей самок, смех скорее был истерический, чем нет, потому что у самцов все понятно, да, у них тоже идут разрезы, но там понятно, где находятся мешочки, как все это сделать, и это в разы быстрее происходит. Плюс, расходный материал совершенно другой. Поэтому вся вот эта эпопея у нас затянулась там с часу дня, и только в 11 ночи мы закончили. Но всех медведей мы откастрировали, все девочки теперь стерильны. И, наверное, у вас возникнет вопрос, а для чего это нужно было, если это все девочки? То есть, первое, мы не знали, что это все девочки. Вопрос, конечно, к людям, у которых они были до этого, почему никто не увидел. И медведи чипированы. То есть, когда ставили чипы, неужели не было видно? У медведей все-таки там, это было легко рассмотреть. У нас просто не было такой цели изначально, но когда мы на втором самце поняли, что там тоже девочка, мы просто начали приглядываться, и на самом деле, приглянувшись, когда там, походив за медведем, когда он садится или просто ходит, мы даже так увидели, что там уже все девочки. Просто до этого не приглядывались, потому что не было смысла, было по документам заявлено так, и, соответственно, все думали так. Но для чего же и происходит тогда кастрация? Кастрация происходит для того, чтобы не было гормональных всплесков. Очень большой шанс, что эти девочки смогут жить все время вместе, а не по одному. То есть во время гормональных всплесков, во время гона они не будут друг с другом конкурировать, они не будут друг с другом драться, а дальше будут продолжать жить. Если медведя не кастрировать, и у него будет всплеск гормонов, будет гон, то, соответственно, они будут себя вести примерно так, как вы у меня видите, как ведет себя Гора. Она начинает всех гонять, в том числе пацанов, потому что они кастраты, и ей это не нравится. Она гоняла, когда она жила с Зефиркой, соответственно, Зефирку, потому что она тоже девочка, и, в общем, ее все бесило, она начинала ее гонять. У животных, которые кастрированы, вот это поведение по большей части отсутствует. Даже если смотреть на моего енота Тимофея, который до этого жил у других людей. И одной из причин, почему отдавали, было то, что он не может ужиться с другим енотом, потому что он постоянно с ним прям вцеплялся и дрался именно с мальчиками. Вот. Но после того, как я его кастрировала, он сейчас живет прекрасно с другим мальчиком-енотом, и никто никого не обижает, они дружат, спят вместе, и все прекрасно. Также, собственно, и с Горой, когда нет периода гона, они с ней прекрасно дружат. В общем, я рада, что вы посмотрели этот ролик со мной вместе, поприсутствовали, насколько я смогла, сняла особенности операции, потому что, не знаю, мне кажется, сложно такой материал найти, и мало кто такое выкладывал. Мне лично было очень интересно присутствовать на этой операции, хоть и физически уже было тяжело, и мишек таскать, и по времени как бы на ногах там просто на месте простоять довольно-таки долго тоже тяжело. Вот, но было безумно интересно, потому что я раньше нигде этого не видела, и, собственно, даже Google мне не помог в этом поиске. Вот, надеюсь, вам было полезно, и вы тоже увидели что-то новенькое.